Привет, привет! Вот и настал следующий день. Все утро лил дождь, а после обеда чуть распогодилось, и мы сейчас находимся в Маразайн. Это гражданский приход и город на берегу залива Маунтс-Бэй, Корнуолл, Великобритания. Маразайн – это туристический курорт с активным сообществом художников, которые производят и продают картины и гончарные изделия в городских художественных галереях. Этот город находится в зоне выдающейся природной красоты Корнуолла. Почти треть Корнуолла обладает тем же статусом и защитой, что и национальный парк. И мы находимся в 13 милях от самой западной точки материковой Англии. Немного осмотрим город, ведь архитектура здесь немного другая, и пойдем смотреть то, зачем мы сюда приехали. Как вы помните, мы остановились в Девон. Но чуть больше часа езды, и мы уже здесь. Здесь мы были уже 2 года назад, но тогда был прилив, и мы не попали туда, куда хотели. На этот раз надеюсь, что мы успеем до прилива. Так здесь выглядело 2 года назад. А это наша цель – Сент-Майклс Маунт, приливный остров в заливе Маунтс-Бэй. Во время прилива на остров и обратно за отдельную плату можно попасть на катере. Эта перевозка осуществляется с 1 апреля по 31 октября. До 1 апреля попасть на остров можно только пешком. А так залив выглядит сегодня, во время отлива. И на остров мы пойдем пешком. А попадем мы туда по мощенной дорожке на морском дне. В прошлый раз я очень хотела попасть туда именно пешком. Ехать на катере – это уже не то, это неинтересно. А вот так пройтись по песку, разглядывая следы, оставленные морем, посмотреть на ракушки, которые, бывают, заплелись в водорослях, для меня это намного интересней. И еще меня очень удивило качество дороги. Это же сколько столетий, большую часть суток она проводит под водой, но она отличного качества и ничуть не скользкая. Выезжая из Девона, мы билет сюда не покупали, потому что не знали, будет ли открыто из-за шторма и попадем ли мы вообще сюда. И решили покупать билет прямо на месте. Мы уже добрались до острова. А билеты на сегодня уже не продают, так что в замок мы не попадем. Но немного острова мы посмотреть можем. Ну что ж, значит придется сюда приезжать 3-й раз, но когда уже будет тепло, чтобы утром прийти пешком, посмотреть сады и замок, а вечером вернуться на лодке. Сейчас мы посмотрим деревню и гавань. Считается, что в классические времена остров был торговым центром оловянной промышленности. Более 2000 лет назад финикийские корабли, возможно, заходили в гавань горы и экспортировали корнуоллское олово в остальную Европу. Немного отойду от темы. Это отпечатки следов принца Уэльского и герцогини Корнуоллской. Эти отпечатки сделаны, когда они посещали этот остров в 2010 году. А это отпечатки королевы Елизаветы и герцога Эдинбургского. Они посещали этот остров в 2013 году. Вернемся опять к острову. К началу 1800-х годов гора процветала с коммерческой точки зрения, а деревня кипела жизнью. Здесь было более 300 жителей, 53 дома и целые 4 улицы. Пабы приветствовали моряков и рыбаков. Школа обучала островных детей. Приходской полицейский охранял порядок. Маслодельня взбивала масло, а местные жители играли в боулинг. Говорили, что иногда можно было пройти от одной стороны гавани в другой, переступая через пришвартованные лодки. Сегодня здесь живут еще около 30 островитян, которые едут на материк в школу, за покупками и на работу. Деревня открыта и доступна для свободного посещения с 1 октября по 31 марта. В остальное время сюда попадают только те, которые купили билет в замок. Исторически Сент-Майклс Маунт была корнуоллским аналогом Монт-Сен-Мишель в Нормандии, Франция.
с которым она имеет те же характеристики приливного острова и ту же коническую форму, хотя она намного больше – 57 акров, чем французская – 17 акров. Сент-Майклс-Маунт – один из 43 приливных островов без мостов, до которых можно дойти пешком из континентальной Британии. Часть острова была определена как участок особого научного интереса в 1995 году из-за его геологии. Его название на корнуоллском языке буквально означает «серая скала в лесу» и может представлять собой народную память о времени до затопления залива Маунт, указывая на описание горы, расположенной в лесу. Сент-Майклс-Маунт могла быть местом монастыря с 8 по начало XI веков. Эдуард Исповедник подарил это место бенедиктинскому ордену Мон-Сен-Мишель, и оно было монастырем его аббатства до его распуска Георгом V в результате войны во Франции. Впоследствии оно прекратило быть монастырем, но превратилось в часовню, которая была передана аббатиссе и монастырю Сиона в 1424 году. Это было место назначения для паломников, чья преданность поощрялась индульгенцией, дарованной папой Григорием в XI веке. Самые ранние постройки на вершине, в том числе замок, датируются XII веком. Потом поменялось много правителей и много хозяев, а в 1659 году гора была продана полковнику Джону Сент-Обину. По состоянию на 2021 год его потомки лорды Сент-Левин по-прежнему живут здесь. До начала XVIII века о деревне мало что известно, за исключением того, что здесь было несколько рыбацких и монашеских хижин. После улучшения гавани в 1727 году гора стала процветающим морским портом. После значительных улучшений близлежащей гавани Пензанса и продления железной дороги до Пензанса в 1852 году деревня пришла в упадок, и многие дома и другие постройки были снесены. В течение XVIII и XIX веков структура замка была романтизирована. В конце XIX века в домашней часовне в гробнице были обнаружены останки отшельника. Ах да, здесь еще есть одна достопримечательность, которая недоступна посетителям. Это так называемый трамвай. Короткая подземная узкоколейная железная дорога была построена примерно в 1900 году. По ней доставляли товары в замок и вывозили мусор. В 2018 году сообщалось, что трамвай все еще используется регулярно, возможно, не каждый день, и закрыт для широкой публики, хотя в гавани виден небольшой участок. Это последняя функционирующая в Великобритании узкоколейка. В 1954 году Фрэнсис Сесил Сент-Обин, третий барон Сент-Левен, передал большую часть горы Национальному фонду вместе с благотворительным фондом. Сама семья Сент-Обин сохранила договор аренды на 999 лет для проживания в замке и лицензию на управление публичным просмотром его исторических комнат. Это управляется совместно с Национальным фондом. Уже вечереет, и все закрывается. Мы домой. В следующий раз мы приедем сюда на весь день, чтобы исследовать замок и сады. Тогда я вам расскажу очень интересные легенды об этом месте. Куда нас занесет завтра, это вы узнаете в следующий раз. Планы у меня уже есть. На этом сегодня все. Хорошего вам дня. Пока-пока. Увидимся скоро.